покупаю. Роскошно. Даже на секунду не хочу выпускать тебя из рук. Как думаешь, если вот мне выпадет, ну, вот 100 баксов, есть вариант найти здесь кого-нибудь, чтобы он, ну, просто подсобил там в плане, ну... Я думаю, это можно сделать спокойно. Здесь все самые заряженные наши ребята. Это же Майами. Секундочку. Всем привет, мы в Майами, друзья! Это новый сезон «Орла и Решки». Это... Ян Гордиенко, а это Юлия Коваль. И мы будем радовать вас дальше. Сейчас, секунду, извините. Давай кидать монетку. У меня, Давай, Ян, кажется, кидай. есть, я подготовился. Но я, правда, переживаю, что у меня не получится с первого раза. Давай, орел или решка? Ну, конечно же, Решка. Господи! А я тогда орел. Поехали. Раз, два. Что это? Что это? Не важно, Что это? подождите, Стой, что это? Я не понимаю, что это такое? Да, Юля, убери руку. Гай, что это? Это решка или что? Давай, стой. А, подожди. А Нет. как понять? Тут орел нарисован. Нет, это неправда. Да, 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 да. Нет, 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 нет. Ян, Да, Ян, я подожди. в Майами. На мне золотое дорогое кольцо. Я готовилась, я не имею права. Сейчас в бедных районах могут его забрать, но я его забираю на всякий случай. Пока. Я дико извиняюсь, но это просто... У меня слов нет. Безумный сезон мы решили продолжить в американском Майами. Потому что здесь безумно весело, безумно экстремально и безумно драйвово. Ну что ж, безумие начинается. Мы в Америке. Деньги менять не надо, уже хорошо. Но начинающего путешественника в Майами поджидает несколько трудностей. Трудность первая – как добраться в город. Рентал-кар не подходит, метро-рейл. Или метро по-нашему. Я думаю, что это наш случай. Метробас. Автобус, проще говоря. И метро, и автобус стоят одинаково, но метро все-таки быстрее. Ну, короче, нам в любом случае туда, что я читаю, хожу. Но тут туриста подстерегает трудность вторая. Понять, какой билет тебе нужен. Их существует несколько видов. Разовый, однодневный и недельный. Я выбрала однодневный билет, который позволяет бесплатно передвигаться на всем общественном транспорте в Майами на протяжении целого дня. Да, в смысле? Что, куда, почему? I'm sorry. И вот вам сложность номер 3. Оплатить можно не крупными купюрами, а максимум 20 баксов. А в целом, наверное, все вот пользуются 1, 5, 10. Собственно, сейчас мы будем менять. Ну что, ребята? Ну что, Майами, наконец-то я к тебе еду. Безумная машина – это не та, которая самая красивая или самая яркая. Безумная машина – это самая дорогая тачка, как у меня. Rolls-Royce Cullinan – это люксовый внедорожник ценой в $500 000. И хотя снаружи авто кажется простым и сдержанным, его интерьер – это шик и блеск. Кожаный салон, тройная шумоизоляция и еще много навороченных прибамбасов, таких как панорамная крыша и встроенные в двери зонтики.
Я сажусь сюда, нажимаю на кнопку, которую я сейчас найду. Дверь закрывается, и я уезжаю. Чао, бомбинос! Конкретно данная модель стоит $500 тысяч. Но вообще Rolls-Royce не имеет границ в цене, и машина может стоить бесконечно много. Самая дорогая машина в истории Rolls-Royce стоила $8 миллионов, и она была инкрустирована бриллиантами. Зачем? Непонятно. Наконец-то я в городе. Как в кино все. Первое впечатление от Майами – это яркое солнце, зеленые пальмы и чистота на улицах. Вот вы спросите, чем Америка отличается от другой страны? Все просто. Яма на дороге – это значит, что 2 полицейские машины. Это значит, улица перекрыта, это значит, движение запрещено. Все, СОС, форс-мажор. Пойдемте дальше. Майами – это молодой современный американский город, главной достопримечательности которого – его районы. И сегодня я покажу вам самые примечательные из них. Первый – даунтаун. Посмотреть на него можно, проехавшись на бесплатном метромувере. Отсюда открывается вид на десятки небоскребов, в которых расположились штаб-квартиры мировых корпораций и офисы международных банков. Ощущение, что я очень маленький человек. Здания огромные, машины огромные, дороги огромные. Все просто какое-то с размахом, с душой. Но не только финансами известен Майами. Больше всего денег городу приносит туризм. И все приезжие сюда сразу отправляются на пляж. Я не исключение. А пока Юля только собирается к океану, я уже здесь. На местной пристани, где пришвартованы дорогущие яхты богачей. Тут я арендовал себе 2-этажную яхту-виллу под названием Ark Up. Стоимостью $3500 в сутки. Нам с безлимитной картой подходит. Так и что? Погнали посмотрим на мою виллу. Здравствуйте. Приветствую, Ян. Меня зовут Альберт. Я являюсь представителем компании Sex and Stay из Майами. Наша команда занимается предоставлением уникальных объектов для наших гостей, соответственно, в Майами. И здесь наш самый главный и самый интересный дом под названием Арков. Добро пожаловать. Уникальных так, уникальных. Друзья, мы попали на виллу за $5 миллионов. И она выглядит очень приятно. На первом этаже расположен светлый холл. В котором я буду отвисать, отдыхать и просто кутить и немножечко флексить. Дорогие друзья постарше, объясню вам, что такое флексить. Флексить – это классно и офигенно проводить время с элементами роскоши. Пойдемте дальше. У меня есть управление кораблем. Это настоящая рулевая панель, с помощью которой моей виллой можно управлять как судном. Не понравилось мне здесь, уплыл к другому причалу. На втором этаже находится ванная и огромная кровать. Теперь классическая история с заселением в новый номер, отель, без разницы, ну, в моем случае в дом. Поехали. Эта спальня официально прокачана Янулей. Ребят, это лучшая спальня в моей жизни. Мастеркард, люблю. Благодаря тебе аренда такой красавицы мне обошлась со скидкой. Это супер.
Майами-Бич! Я бегу! Скорее, скорее, Майами! Всем оставаться на своих местах, Майами-Бич! Рядом! На улице приблизительно плюс 11. Все это ерунда. Надо уметь радоваться. Вот это чистый кайф. Все, я загорать. Еще один интересный район в Майами называется Sunny Isles Beach. Здесь живут русские, здесь они едят, там спят, а вон там скоро подъедет новая партия. Официально в Sunny Isles около 10% населения русские. Дело в том, что в начале 2000-х здесь массово начали покупать недвижимость российские олигархи и звезды шоу-бизнеса. За моей спиной уникальный лот. Если вы хотите ходить за солью к своей соседке Ирине Аллегровой, вам придется выложить. Ну а в этом доме живет сам Игорь Крутой. И стоит всего лишь каких-то... Ну а если вы хотите, чтобы место возле бассейна вам занимала сама Анжелика Варум, заплатите всего лишь каких-то... Ну а если вы, как и я, просто перспективный бедный турист, можно просто полежать на песке, по которому они ходили. Кроме пляжей и небоскребов, Майами славится своими безумными развлечениями. Ими я и займусь в этот уикенд. Первая из них – прыжок с парашютом. Я не боюсь, я боюсь, я не боюсь, я боюсь. Ладно, я не боюсь. Я собираюсь прыгнуть с высоты 4000 метров. И это будет мой первый прыжок с парашютом в жизни. Сейчас перед полетом ребята мне показывают видеоинструктаж о том, как это все правильно делать. Я ему не доверяю. Мне просто говорят о том, что нет идеальной системы для прыжков с парашютом. Класс, могут быть неожиданные погодные условия. Зачем это все происходит? После видеоинструкции необходимо заполнить кое-какие формальности. Все вокруг да около одного и того же. Вы понимаете, что вы можете умереть, вы понимаете, что вы можете быть серьезно травмированы. Мне реально не было супер сильно страшно. Вот после вот этих бумажек мне реально стрёмно. Когда все формальности соблюдены, вас экипируют. Сейчас я чувствую некоторую дрожь в коленях. Не могу понять, это из-за того, что некоторые части моего тела довольно сильно пережаты, или потому что мне страшно, но в любом случае мне чертовски страшно. И после этого загружают в самолет. После взлета страх прыжка увеличивается с каждой секундой и достигает своего апогея, когда ты уже наполовину высунулся из самолета. Но вскоре страх отступает, уступив место неописуемому восторгу.
лучшее, что случалось со мной в жизни. Как передать эмоции? Не знаю. Просто спасибо, что я выжил. Я не понимал, что происходит. Это как игра. Ты просто... Вы должны это попробовать. Это безумие. Во второй половине дня я пришла на улицу Ocean Drive. Наконец-то не прошло и полгода, и я добралась туда, где и есть сам настоящий Майами. Самая тусовочная улица в этом городе. Снимай все подробно, если вдруг не войдет в программу, я просто домой заберу. Но я пришла сюда не за этим. На Ocean Drive сосредоточено самое большое количество хостелов в городе. Я была абсолютно уверена, что в Майами меня ждет богатая жизнь. Но, зная о своем везении, на всякий случай забронировала себе хостел. Называется он Miami Party Hostel. Это самый бюджетный хостел, который я смогла найти на главной набережной Майами. Мне кажется, я плохо думала о хостелах. Очень уютненько. Самый дешевый вариант обошелся мне в $22. Это небольшой общий номер на 12 человек. Судя по всему, из девочек в этой комнате только я. Ну или это очень неорганизованные девочки. Неаккуратные даже, можно сказать, да? Прям так и хочется взять и завалиться. Просто прыгнуть, занырнуть. Так, стоп, наверное, еще нельзя ложиться. Надо сначала заправить подушку в постель. То, что матрас в кожзаме, это как? Это так должно быть? Это так везде? Ясненько. Это что здесь должно происходить, что они взяли и обтянули матрас клеенкой? Пожалуй, наверное, все-таки надо сначала заправить простынь, а потом уже садиться. Вот ты скажешь плохо, а я скажу хорошо. Вид на океан, первая линия, все, Ocean View полнейший. Полнейший Ocean View. А я продолжаю знакомить вас с развлечениями в Майами. И следующий аттракцион – безумный ужин на болоте. Для этого я арендовал специальную лодку с гидом. Это аэроглиссер – воздушный катер, который скользит по поверхности воды с помощью подвесного мотора и воздушного винта. Может развивать скорость до 90 км в час. Let's go! Это лучшая лодка на земле. Все ваши яхты, катера, полный отстой. Вот это стилек. Но приехали мы на болото не просто так. А чтобы ловить, вы не поверите, лягушек. Ребят, в чем же все-таки ценность этой истории? Почему богатые люди приезжают и ловят жаб? Эта история, эти жабы стоят на рынке около $40 за килограмм, потому что это мясо очень похоже на курицу. Оно невероятно мягкое, и в нем абсолютно нет жира. Поэтому все так гонятся за этим мясом и считают его деликатесом. Okay, so I think I can try and catch someone. Absolutely. На жаб охотятся здесь очень просто. Вам выдают палку с острым наконечником, с помощью которой нужно жабу выследить и подцепить.
В общем, моя проблема в том, что их реально очень сложно заметить. Я недостаточно усердно бью по ним, и они уплывают. Нет! Это была моя первая жаба, которую я поймал, но она упала. Да за что? Я ее плохо наколол, и она теперь с травмой. Я ужасный человек. Она же умрет, возможно. Ну, не упади, не упади. Наконец-то я поймал маленькую, но жабку. Победа, ребят. Так, заценим мой улов. Вот жаба, которую я словил. Там еще много, которую словил наш приятель. Вот эта жаба, и, собственно, вот это мясо как раз и едят. Здесь самое нежное мясцо. После того, как лягушка словлена, ее нужно разделать. Мне стыдно. Извините, что я это делал. Я только что разделал жабу. Я чувствую себя отвратительно. Теперь ждем 5 минут. Они будут готовы и будем пробовать. Ну и, наконец, It's ready, yeah? кульминация безумного ужина на болоте. Сама трапеза. Ну, как говорится, встречаем по одежке, а именно по запаху. Ну, что-то необычного не могу выделить. Не пахнет ни болотом, ни морем, ни озером. Поехали. It's tasty. Странные эмоции, потому что нет ощущения, что я ем жабу. Это реально обычная курица. Я не эксперт в мясе, я не могу выделить каких-то четких особенностей вкуса. Но это просто вкусно и необычно. Мы только что ловили жаб, а сейчас они у меня в тарелке, и они вкусные. Я в целом ел бы такое довольно часто. Это правда вкусно. Всем приятного аппетита. А я продолжу перекусывать жабками. My time is running out. The fire in my heart will burn me to the ground. С наступлением темноты тусовка на Ocean Drive только усиливается. Музыка из множества баров и клубов становится громче, вечеринки грандиознее, а посетителей развязнее. Боже мой, я так устала, я столько ходила, я не могу больше. Я хочу вкусной еды, я хочу вкусных напитков. Конечно, я могла бы себе сейчас купить самый дешевый американский бургер, но я девочка, я хочу лобстер. Я пришла в кафе «Лобстер Шак», которое славится своими морепродуктами. Целый лобстер, конечно же, оказался мне не по карману. Около $60. Но официант предложил альтернативный вариант. Бюджетный хот-дог с мясом лобстера за $25. Я надеюсь, что цифра 9 – это моя счастливая цифра. Блин. Там соус, там сыр, сверху зелень немножко, майонезик чуть-чуть островат. И я уверена, что все это они делают здесь, начиная от майонеза и заканчивая булкой. Она очень... Короче, это не магазинная булка, она как будто ее бабушка моя пришла здесь, испекла и оставила, сказала, придет моя любимая Юля. Извините. Чего говорить, надо кушать. И это невероятно. Я съем каждую крошку. Ну что, настал момент спрятать ту сумму, на которую отдыхала здесь Юля Коваль, а именно $100. Поехали.
Клад от Орла и Решки спрятан в штате Флорида. Чтобы его найти, двигайтесь по 27-му шоссе на север от городка Уэстон. После перекрестка с 75-м шоссе на первом съезде направо и лежит наша бутылка. Удачи, ребят. Ну что, этот день был наполнен тяжелым люксом, поэтому я спать, отдыхать и набираться сил. Спокойной ночи. Ну что ж, буду засыпать под звуки Ocean Drive. На самом деле мои ноги так гудят, моя голова так устала. Думаю, даже эта прекрасная музыка мне не помешает. Я рад, что мне досталась безлимитная карта, и я смог увидеть своими глазами такой потрясающий рассвет и встретить это утро здесь. Майами, я люблю тебя! На второй день я решил продолжить свои безумные развлечения. Штаты известны на весь мир своими крутыми аттракционами, и я приехал в один из них. Парк аттракционов SeaWorld — это 81 гектар сумасшедших развлечений. Пара десятков экстремальных каруселей и уйма впечатлений. Но самый крутой аттракцион здесь — американская горка Манта. Ее-то я сейчас и испробую. Ну, я готов. Вот так вот снизу, а ты так. Ого. Протяженность более километра. Высота падения 43 метра. И скорость 90 километров в час. Зачем я это делаю? Я не испытываю никаких удовольствий, кроме как перегрузка, кровушка к головушке прилива. О, спасибо, что я выжил. Время завтрака. А завтрак – это именно тот момент, когда я могу позволить себе что-то калорийное. Хотя я могу себе позволить калорийное, в принципе, всегда. Но сейчас особенно приятно это делать без запрета. Я уже вижу то, что я хочу.
Донат – национальный кулинарный символ США. Знаменитый пончик с глазурью и дыркой посередине. Изобрели его около 175 лет назад. И с тех пор ежегодно в Америке съедается около 10 миллиардов таких донатсов. Я пробую. Боже мой. Я теперь их понимаю. Очень вкусно. Он идеальный. Он в меру сладкий, в меру нежный. Да простит моя бабушка меня, но ее Наполеон теперь на втором месте. Боже мой, какая вкуснота. В парке SeaWorld проводят различные водные представления. Я отправился на самое крутое из них – шоу касаток. Я реально никогда до этого не видел касаток. Они большие. Они очень большие, но выглядят мило и добро. Это как, знаете, большой черный дельфин. Я дельфины вызывают только положительные эмоции. Вот касатка – это дельфин, который, наверное, в 20 раз больше. Офигенно. Касатки – это огромные китообразные хищники. Достигают в длину 5-7 метров. Весят от 3 до 6 тонн и съедают 160 килограммов мяса в день. Такая тура огромная, невероятно. Само представление состоит из 3 частей. Сначала эти огромные туши на большой скорости наматывают круги в бассейне. Потом резко выпрыгивают в воздух. И в конце обливают всех литрами воды. Но несмотря на всеобщее веселье, меня до конца представления мучила одна мысль. Не знаю, меня все равно немного беспокоит вопрос комфорта этих животных в этих условиях. Нормально ли это, что они живут в этих бассейнах, а не в естественной среде? Но, знаете, если подытожить, то это шоу клевое и доброе, потому что эмоции вот этих детишек бесценны. И я не Ой-ой-ой! если что. Ну а вот тут вопросик есть. После завтрака я, как истинная майамка, отправилась на ближайший пляж. Называется он Howlover Beach, но он оказался на удивление пустым. Дело в том, что в Америке посещать с собаками общественные пляжи строго запрещено. Но чтобы не ущемлять ничьи права, в Майами обустроили специальные собачьи пляжи. И этот один из них. Я, честно сказать, на черноморских побережьях людские видела похуже, значительно. Самое прикольное, что даже на собачьем пляже есть спасательные будки. И я очень не удивлюсь, если там будут спасатели-собаки. Собаки-спасатели. Собак. Здесь собака очень довольна. Собаке очень хорошо. Она счастлива. И я тоже. Пляж для собак, он в 100 раз лучше, чем для людей. Потому что здесь нет лишних лежаков. Здесь, посмотрите на эту картинку сзади. Это рай на земле, это полное умиротворение. Потому что здесь ты наедине не просто с собой, но еще и с своим лучшим другом. А, как мы знаем, собака – друг человека.
Майами – город дорогой, но для таких бюджетных туристов, как я, есть один безумный лайфхак. Здесь работает много ресторанов для собак. Цены там намного ниже, чем в человеческих, а еда, говорят, ничем не уступает. Сейчас проверим. Пахнет вкусно. Всем привет! А что это вы делаете? Это рис с курицей? Плов. Но мой плов выглядит приблизительно так, как выглядит свежая еда для собак. Сначала понюхаем. Пахнет вкусно. Могу я попробовать? Пахнет реально как человеческий рис с курочкой. Начинается, да? Орел и решка, поехали пробовать всякую дичь. Вкусно. Блин, вкусно, реально вкусно. Это правда похоже на мой плов. Ребята, не обессудьте, но кажется, я сама того не знаю, готовлю пищу для собак, а кормлю им людей. Оказалось, эта собачья еда ничем не отличается от человеческой. Более того, ингредиенты для нее используют только органические, то есть выращенные без пестицидов и химикатов. А в чем отличие риса с курицей для собак и риса с курицей для людей? Нет разницы. Но разве что мы специально добавляем разные витамины и полезные добавки. А у меня сейчас один вопрос. Я только что попробовала ваш рис с курицей. Там были витамины для собак? Да, но они пригодны для человека. Это как мультивитаминка. Спасибо большое. Удачи вам. Это очень вкусно. Так, ну что ж, с качеством еды разобрались. Теперь давайте посмотрим на цены. Значит, вот такая вот штука стоит 7 баксов. Это индейка и помидорки, между прочим. Но 7 баксов для меня слишком дорого. А вот тут вот за 5,95 посмотрите, какое аппетитнейшее блюдо. Так, турки, это у нас индейка и рыба. Как раз люблю рыбу и мясо смешивать и употреблять. Если не понравится, есть у меня здесь один пес, выгуливающий себя по улицам Майами. Вот его и угостим. В поисках безумных развлечений я приехал в еще одно увлекательное место. Disney Hollywood Studios. Здесь находится тематический парк, посвященный Звездным войнам. Площадь 6 гектаров. Стоимость строительства $1 миллиард. И посещаемость более 70 тысяч человек в день. Ощущение того, что я реально не на этой планете. Это реально другой отстроенный мир. Не подобрать эмоции. Я только что хотел пожаловаться, что тут есть некоторые минусы, что очень много людей, что-то все не обойти. Но это реально другая планета. Нам еще повезло, и здесь какого-то необычного цвета облака. Все выглядит нереально. Это реально стоит $1 миллиард. Сейчас посмотрим, что тут еще есть.
Закончить свой майамский уикенд я решила в Mangos Tropical Cafe, где, говорят, можно увидеть легендарное танцевальное шоу, которому уже 27 лет. I'm sorry, is it free here? No, go ahead. Perfect. Я считаю, вид отличный. Но оказалось, что шоу здесь было эпичным 27 лет назад. А сейчас это больше похоже на выступление любителей в провинциальном кафе. Поэтому приходит сюда уже не ради шоу, а чтобы опрокинуть стаканчик другой и подцепить девчонку на вечер. Julia? Yeah, Andrew. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Кажется, вечер набирает обороты. И вот после пары стаканчиков шоу-программа перестает быть скучной. Para bailar la bamba, se necesita un poquito de gracia y otra cosita. Y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. На этой торжественной ноте пора сваливать. I found you. I see you. Thank you. Oh, are you leaving? Yeah. No. Yeah. Bye bye. Кроме масштабных декораций, парк «Звездные войны» славится своими аттракционами. Здесь можно посмотреть на выступления аниматоров, многие из которых роботизированные. Я только сейчас понял, что это не человек, а робот. Кроме этого, здесь можно поуправлять настоящим космическим кораблем из фильма. Я управляю этой штукой. В какой-то момент реально затирается ощущение реальности, и ты прям попадаешь в это измерение. Ну и, наконец, здесь можно кайфануть от бомбического лазерного 3D-шоу. Пау-пау, там проекция, там графика, там салют, тут музыка, которая окружает тебя на 180 градусов. В общем, эта работа была сделана, мне кажется, лучшими и самыми талантливыми людьми. Это потрясающе, и здесь стоит побывать хотя бы ради этого. Майами подтвердил свое реноме безумного города. Орел и Решка поехали пробовать всякую дичь. Здесь вас может захлебнуть волной безумной радости. Закружить в водовороте безумных знакомств. Я забираю тебя с собой, плиз. И снести крышу от безумных развлечений. Все, сос, форс-мажор. И я не если что. Класс. Это чистый кайф.
Это было лучшее, что случалось со мной в жизни. Так, где же место? Thank you. О, ну Юля, наконец, бояре приветики. пожаловали. Здравствуйте. Надеюсь, ты на меня не зла, потому что я очень хорошо провел время. Я абсолютно тебя не зла, Ян, потому что пока ты там хорошо проводил время, я проводила его не менее хорошо. Знаешь, какой у меня парень здесь появился? Мама Ой, в мне смысле, какой у тебя парень появился? вот такой намного, ну, У фактурнее. меня, знаешь, тоже появилась лягушка. Какая еще? Я ловил лягушек, потом их ел. В Юля, я смысле первый тоже? раз прыгал в жизни с парашютом с 4 километров, минута свободного падения. Катался на Роллс-Ройсе, жил на чудесной вилле, на аттракционах ездил. У тебя что было? Смотри, у тебя новый рекорд. Ты уже целую минуту меня не бесил, а теперь вот опять хвастаешься, и я уже начинаю опять тебя ненавидеть. Ян, друзья, Ян Гордиенко. Юлия Коваль. Спасибо вам, что вы посмотрели, и увидимся через неделю. И надеюсь, что я буду по-богатому. Ну, давай, Слушай, уходим в давай закат. так, вот смотри, лягушку ты мне привез? Нет. А где? А почему? А потому что не захотел. А я вот тебе привезла Зачем? кое-что для Она же- шерсти. Ой, тьфу, для волос. Для волос? Да, для У меня волос. много волос. Да, как? это я заметила, надо бы уже с этим что-то сделать.